Друзья, привет! Это урок на новых неорганических пигментах. Это новый сет, разработанный специально пигментами брови для меня, Ольги Гольдфарб. Его название Rich Beach Set. Подробнее о том, как работать на этой краске, как подбирать пигмент, все секретики в отдельном теоретическом уроке. Этот сет состоит из 3 универсальных оттенков. Первый – Caribbean Light Brown, светлый нейтральный оттенок. Второй – Havana Dark Brown, нейтральный темный оттенок. Третий – Morocco Deep Brown, это адский темный оттенок. Эти краски Легко входят в кожу, как гибриды. не сохнут быстро, как большинство неорганики, тем самым экономия краски. Мы не добавляем постоянно разбавитель, снижая при этом концентрацию пигмента, и у нас получаются красивые зажившие работы, более яркие в остатке, чем постоянно их добавляем. Простая, понятная колористика 3 оттенков. Подходит всем типам клиентов, но иногда требуется работа с корректорами. Как работать? Так как это 3 самостоятельных оттенка, можно использовать один оттенок и при этом получать красивый объемный рисунок за счет плотности укладки. Работать можно послойно всеми 3 оттенками, либо 2, создавая при этом красивый градиент и расставляя акценты самым темным цветом. И третий вариант – мы мешаем краски непосредственно в капсе. В каких пропорциях, как работать послойно и мешать в отдельном теоретическом уроке. Какой пигмент мы выберем для софы? Мы смотрим на внешность, на фототип. Внешность не контрастная, светлая, поэтому темный оттенок исключается. Берем светлый. Второй момент – это теплохолодность. Нейтральный либо теплый, то есть тут нету холодного блонда, холодного брюнета. Мы берем нейтральный или теплый оттенки. Второй момент, мы еще смотрим на глаза, не серо-зеленый, то есть все подходит ближе к теплым оттенкам. Но, конечно же, не рыжий, скорее нейтральный, чуть с теплинкой. И учитывая остаточек прошлого перманентного макияжа, делали примерно полгода назад, здесь корректный оттенок, нейтральный русый, мы берем это во внимание. Поэтому я выбираю светлый нейтральный оттенок Caribbean, но добавлю туда обязательно красный корректор. Красный-оранж – это теплый корректор, который мы берем для подцепления, чтобы цвет не ушел в холод, так как у нас еще остаточек такой, все-таки не теплый, нейтральный. Мы берем 3 к 1 краску нейтральный светлый и часть красный корректор. По поводу первого прохода мы все делаем горизонтальными штрихами, и верх тела брови, чтобы сделать мягким, мы можем это сделать 2 способами. Первый способ за счет плотности укладки, то есть последние 2 мм 20% мы делаем более разряженно. Второй способ – это за счет толчка. То есть сам толчок у нас вот всегда идет такой, смотрите на жопу моего аппарата. И наверху тела брови, когда мы подходим к самому верху, это 20%, то есть 2 мм, вот такой штрих. То есть он более ритмичный. Когда у нас более ритмичный штрих, значит точки у нас будут далеко друг от друга, дальше, тем самым рисунок будет более мягкий, воздушный. Поэтому выбирайте 2 способа. Сейчас я вам покажу. Смотрите, по поводу руки. У меня опора, сейчас выключу аппарат, скорость 4,8, самое главное, то есть вы смотрите диапазон своей руки, смотря какая у вас скорость. Я работаю на гибридах, вот это Xion Excentric 3,7, достаточно хлесткий аппарат, режим Soft и 3 щелчка назад. Почему? Потому что у нас минералы не так все-таки укладываются, как гибриды, гибриды более укрывистые. На гибридах Soft, на минералах можно прям наполовину hard. Иголочка здесь единичка, 0,30 либо 0,35, неважно, какие вы любите. По укладке я начинаю, конечно же, с нижней границы к верхней. И что важно сказать, по именно опоре на лицо. Я работаю в кулаке, вот так у меня рука находится, кому-то удобно на пальчике. То есть это уже нужно смотреть индивидуально у каждой, кто как работает. Самое главное, чтобы у нас было 90 градусов относительно кожи. Поэтому как я натягиваю? Я натягиваю коротким участком, ставлю прям пальчики на брови, руку сюда, и вот видите, у меня 90 градусов. Не 90, если я от себя тяну, и вот у меня не 90. Вы будете другим вообще срезом работать, более травматично. Поэтому поставили руку, удобно, подтянули бровь, короткий участок, прямая линия между 2 пальчиками, указательным мне наверх, подтянула и работаю. Раз, 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 раз. Дальше мы переходим к апексу, также разворачиваем, голову уже к себе, короткий участок, к себе подтянула, мне так удобно. Обратите внимание, вот попробуйте, кто работает,
в кулаке, не на пальчике ставят опору, а вот как я в кулаке, да, и подтягивайте к себе участок. Если вы же работаете на пальчике, то, конечно, вам удобнее растянуть кожу, поднять наверх, поставить сюда пальчик. Вот мне так неудобно. То есть это уже на любителя. Главное, чтобы у вас был правильный рисунок и 90 относительно поверхности кожи. Поехали. Я работаю штрихом-маятником. Главное сейчас прочувствовать кожу, как-то по ощущениям. Будет чуть-чуть чувствительно все-таки, потому что мы работаем вначале первый проход без анестезии. И мои штрихи будут строго параллельны нижней линии брови. Это очень важно. То есть тут главная система, схема, по которой вы идете. Ну и белые перчатки — это не лучший выбор. Я думаю, вы меня понимаете, девочки. Все уже видно. Значит, я начинаю с нижней границы. У меня локоть сейчас на груди, на плече. Это очень удобно. На клиента я облокачиваюсь, я не стесняюсь. И чуть-чуть вот разворотик сделаю, чтобы был такой мягкий выход в никуда на хвостике. То есть я не буду сильно острить, потому что это нелогично. То есть чуть-чуть, как будто он сходит на нет. Вот я сделала, обратите внимание, остановилась и не добавляю хаотично. Я опять начну с нижней границы. Следующий проход. Обратите внимание еще, какой у меня шаг. Он очень маленький. Я сейчас не машу. Если я буду сейчас сильно вот так вот, очень сильно делать длинный шаг, я могу провалиться глубже в дерму и сделать засаду. Поэтому мое главное правило — не торопиться на хвостике, прочувствуйте кожу. Если у меня вот образовывается лужа, я ничего не делаю, у меня рядом лежит сухой диск, я могу вот так вот промокнуть просто и идти дальше. Смотрите, подтянула к себе, прям я большим средним пальчиком вот прям к себе натягиваю кожу, создаю траекторию, чтобы мне было удобно. Встала 90 и работаю. Прям подтягиваю к себе. Тем более здесь у нас, видите, объем. Я на объем натягиваю кожу. Нельзя торопиться. Я могу провалиться. Легкий хруст должен быть обязательно. Если нет хрустика, значит вы работаете в эпидермисе поверхностно. Сотрете, ничего не будет. Сейчас чуть-чуть заплотню этот участок и проверю. Очень важно проверять. Если мы не будем проверять, наша работа может быть впустую. Я на глазницу не давлю. Поставила, у меня опора на внешнюю фалангу мизинца. Я его завалила. Безымянный спрятала к себе в руке. Так я держу аппарат. У меня опора через внешнюю часть мизинца. То есть я опору сделала, максимально большой участок. Чем больше опора, это вот лично мое мнение, тем более уверенная у меня рука. Я завалила. Безымянный я к себе вот так вот прижала к внутренней части руки. Да? И тремя пальчиками вот этими работаю. Да? Указательный толкает, он отвечает за воздух в конце штриха. Средний от себя толкает, вы можете его повыше поставить на конец, прям на конечный, прям на кончик пальчика, грубо говоря, на ноготь, да. Мне сейчас вот в последнее время удобно сюда его прям поставить, под картридж. И когда у меня средний толкает, это значит, что мне будет воздух, правильно толкает, мне будет воздух в начале штриха, значит указательный делать, значит у меня микрозамах за счет среднего пальца, я сделала. Указательный толкает на себя, я прокатываюсь в коже. Вывожу из кожи, я никогда не гуляю в коже, выхожу из кожи, маятник плоский, но выходим из кожи. Поэтому, когда у нас правильно работают вот эти два пальчика, и третий пальчик тоже очень важен, он фиксирует. Обратите внимание, куда он направлен, прямо. Он может быть вниз, но если я буду делать вверх, это будет блок. Смотрите, видите, у меня блок в штрихе? Блокируется. Как только я пальчик поставила прямо, вот так вот здесь дырочка, машинка прямо, пальчик большой смотрит прямо или вниз, некоторые вниз, да, держат, тоже нормально. Тогда у меня выходящий штрих, ничего не мешает моему движению. Поэтому обращаем внимание на то, что мы работаем 90 градусов тремя пальцами. Машинка, жопка гуляет аппарата. Здесь дырочка. Опора у меня на мизинец, внешнюю фалангу, как на циркуле. И безымянный прижат внутри к ладони. Погнали. Так, сейчас еще блок сделаю и проверю.
Сейчас проверим, ребят. Хочу показать по толчку. Обратите внимание, какой у меня сейчас будет толчок. Видите? Такой достаточно замедленный, да? То есть как у меня двигается скорость толчка. Чик, 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 чик. Чем медленнее мы двигаем рукой толчок, тем плотнее рисунок. Это актуально по низу тела брови. Главное на кончике иголочки, чтобы не заполосить. Это очень важно. Смотря какая скорость. Вот для 4,8 на блоке у меня 4,8. Сейчас, обратите внимание, кладу диск сухой, да, чтобы не было грязи. Чуть-чуть развернись. То есть для 4,8 вот такая скорость допустима. Если у меня была бы скорость на блоке условно 5,5, даже 6, я бы вот так вот медленно двигалась, вот так вот, то это значит, что были бы полосы. Так как штрихи будут слишком близко друг к другу, это будет некрасиво. Поэтому ваша рука должна соответствовать, ваша скорость руки, скорости на блоке. Попробуйте опустить и начать с 4,8. И спокойно работать, не торопясь. Если у вас будет быстрая рука, ничего страшного, многие так работают. Но здесь есть один нюанс. Вы не контролируете, что вы делаете. То есть вы машете на объемах, проваливаетесь, получаете засады в арке. Поэтому лучше попробовать. Вот я раньше работала на 7,2. Это очень большая скорость, очень большая. Я была как на психозе, это штрих называется на психозе. Я не контролировала и не могла делать красивые объемные брови, потому что они получались плоские. Да, я работала быстрее, но рисунок кожи мне не нравился, и я часто ошибалась. Потому что вот на этом участке, где я сейчас работаю, подхожу к апексу, нужно быть максимально аккуратным. Чуть-чуть вернусь, выскочила вперед. Мы всегда соблюдаем блоки 80/20. И сейчас проверим. Еще, кстати, такой лайфхак. Поверху тела брови вы можете работать штрихом на себя. Это тоже будет более воздушно, потому что логично, да, туда и сюда мы сделали штрих, у нас рисунок плотнее. Если мы сделаем туда в коже, обратно мы сделаем в воздухе, что логично, у нас будет более мягкий рисунок. Поэтому наверху тела брови, вот давайте я сейчас штрихом на себя в этом участке поработаю. Видите, у меня точки буквально 2 мм до конца верха тела брови. Вы их должны уже смягчать. Раз я себе это нарисовала, я это буду соблюдать. Это очень важно. Тогда у нас будут одинаковые симметричные брови с одним градиентом. Чуть-чуть на меня. Давайте сейчас сделаем штрих на себя. Подтянула к себе бровь, вывернула, стала 90 градусов. Вот сейчас у меня штрих на себя. Все, то есть у меня, если издалека даже посмотреть, плотно, а наверху чуть у меня воздуха больше, то есть кожа светится. Просто обращайте внимание, кожа у вас светится между пикселями или нет. Чуть-чуть заплотню, чтобы не потерять верхнее тело бровей. Главное, не перестарайтесь воздухом, чтобы не потерять рисунок. Да, у нас есть точки, но мало ли они у вас не останутся на коже. Кожа плотная и плохо берет краску, да? У нас еще и точки потерялись. Да, у нас наверху есть... Слушайте, все были в такой ситуации. Иногда такое бывает. Мы делаем слабый прокрас. Мы сразу берем и добавляем. Но чтобы такого не было, лучше себя проверять. Вот сейчас мы хвост поперек проверим. Немножко хочу заплотнить, потому что я вижу, что чуть-чуть светится кожа. Для середины это светловато. То есть у нас середина брови такая же должна быть темная, как и низ. Все, теперь проверка. Выключаю аппарат. Поперек на хвостике мы проверяем. Ждем, чтобы краска чуть-чуть набралась. Очень слабый остаток. Да, я еще раз пройдусь. Вот сейчас показываю, как есть. Не буду это вырезать. Видите, для меня вот слабая тень. Хотя я вроде красила, хруст был. Ты чувствовала, да, я как кожу красила? Что мы делаем? Анализируем работу. Мы делаем шаг, уже можем сделать более широкий, хлесткий, не бояться засадить, потому что здесь самая тонкая кожа. Мы здесь должны проанализировать работу, а потом уже делать дальше. Если бы я сейчас закрасила всю так бровь, это было бы просто зря. Поэтому я возвращаюсь, и сейчас это будет быстрее, потому что я начну делать широкий шаг. Чуть сильнее все-таки нажим, чтобы хрустик был сильнее, и остаток будет больше.
И это будет быстрее. То есть я возвращаюсь. То есть у меня хрустик должен быть уже сильнее. Штрих плоский маятник. Обратите внимание, то есть я дошла относительно красных точек. Это максимально плотный рисунок. Кожа внизу не светится. Наверху чуть-чуть, видите, проглядывает. Теперь мой шаг будет более редкий. Условно не 100% плотности, а 70%. Я ставлю сухой диск. Простите, перчатки грязные, но это потому что они белые. Будем их менять. Значит, я поднимаюсь, возвращаюсь в предыдущий блок и горизонтальным штрихом. Горизонтальный штрих, я имею в виду, как кладу штрихи сами относительно нижней линии. Иду наверх. Дальше. Следующий блок. Сильно напушила, чуть-чуть уплотнила. Встала, натянула кожу 90 градусов, чтобы мне было удобно. И маятником, закрашивая красные точки, это очень важно, я должна их закрасить ясно-хлестом белые блоки. То есть просто, знаете, как закраска, не надо ничего выдумывать. Тут я чуть-чуть наверху, да, поработаю. Следующий блок у меня будет по схеме снизу. Поставила короткий участок, вывернула, натянула. Вот это самое неприятное место у клиента, ближе к переносице. Видите? Все терпимо. Но это у всех разный порог. Кому-то прям больновато, могут чихать, потому что носа касаюсь диском ваты, у кого-то чуть-чуть слезу могут пустить. Но это все терпимо реально. То есть нет такого, что ты лежишь и думаешь, как бы избежать. Подошли. Тут буквально влезет 2-3 блока. Чтобы не было стыков, лучше больше блоков наложить друг на друга, чем потом исправлять ситуацию. Начинаем вот с нижней линии. Угу. Поставила, вывернула, прям вывернула, чтобы мне было удобно подобраться. Чуть больше вижу, надо нахлёст. Еще больше на предыдущий мы заходим. Чуть-чуть, так как кожа чувствительная, может быть сукровица небольшая, но никакой кровищи быть не должно. Это значит, что отличная работа. Либо вы очень сильно быстро машете, тем самым делая зацепки на коже, потому что скорость на блоке ниже, чем скорость вашей руки. Второй вариант. Сама сцепка с кожей агрессивная, вы сильно давите, нажим очень активный. И чуть дальше блок, раньше. Всегда нахлёст. Самое главное, друзья, это нахлёст. Если вы его не соблюдаете, здесь, кстати, можно поработать штрихом на себя, он тоже будет давать более воздушные, да, прокрасы. По поводу аппарата, вот сейчас в данный момент, когда я у переносицы, смотрите, мы не квадратим, да, вот я прям смотрю на точки и дальше не выхожу. Я закрашиваю только точки. Смотрите, сейчас я делаю штрихом на себя, мне удобно. Сейчас прям вот так вот прокрасить. По поводу аппарата, когда я подхожу к переносице, я, чтобы подлезть,
беру аппарат повыше. Прямо автоматически рука берет аппарат выше. То есть ваша рука относительно аппарата находится выше. Попробуйте. Отсюда главное не перестараться. Внизу у нас самая тонкая кожа, там часто цвет более активный по заживлению, поэтому аккуратно прям по самой нижней линии переносится. Недокрасы обычно в центре начал брови. Вы смотрите, я могу по диагонали вот так поперек добавить, прям удобно. На себя штрих-маятник, неважно. Вот прям точечно хочу добавить. Когда мы стираем, минералы могут чуть-чуть отдавать холодом. Это нормально. В течение 10 минут цвет будет набираться и чуть-чуть становиться теплее, пока мы красим дальнюю бровь. Сейчас я посмотрю. Я вижу, что сильно напушила вверх. Посмотрите, я хочу сейчас на данном этапе, не стирая, добавить. Смотрите, как я добавляю. Это, грубо говоря, как третий проход напыления. Можно делать штрихом на себя, можно маятником. Именно вверх тела брови. Если вы не уверены, не добавляйте. Я прям просто вижу, что перепушила. Я встаю, то есть к себе подтягиваю, большим пальцем нажимаю на бровь, подтянула. И вот так по диагонали вычесываю пигмент. Смотрите, я вычесываю из волосков. Вычесываю. И останавливаюсь там, где точка. Тут такое движение, похоже, как будто работаю всей рукой, мне так удобно. Вообще в этом ничего нет плохого, если вы работаете всей рукой. Это просто ваше здоровье. У вас будет напряжена вся кисть и полетит потом, полетят суставы. То есть это дело не в штрихе. Дело в том, что вы себе делаете хуже для своей руки. Вычесываю, дойду до апекса и стираю. Вижу, что неудобно. Подтянула вот так вот. Встала. Штрих у меня на себя. То есть важно уметь штриховать и маятником, и на себя. То есть база для меня это на себя штрих. То есть у меня ученица, когда приходит на МК, мы можем поставить руку и на себя, и маятник. Конечно, я за то, чтобы уметь работать не маятником, но если она вообще ни в какую, без проблем. Можно сделать брови штрихом на себя. Тут главное прокрас. И наносим анестезию. В данный момент я не использую вазелин, просто стираю влажным диском, потому что минералы, у них хороший такой плюс, один из самых тоже важных, легко стирается с кожи, значит меньше травматизации. Гибриды сложнее выходят. Значит, сейчас мы наносим анестезию под пленочку, жирненько мажу. Кажется, что цвета мало, на самом деле вот он есть издалека, если не знаю, вам видно, нет, прям может отсвечивает, форма считывается. И он сейчас начнется набираться цвет. Цвет такой, кстати, не очень холодный, тепленький, как нам надо. И пленочка. Оп. И идем на дальнюю бровь. На дальней брови мы делаем все то же самое. Я покажу работу на дальней брови на втором проходе. Сейчас я сделаю абсолютно то же самое на второй брови. Давайте сейчас проговорю это. Мы начинаем с нижней линии, с хвостика наверх. Идем горизонтальными штрихами параллельно друг другу. Идем с хвостика к началу. Если вы начинаете сначала, вы можете заплотнить. Пожалуйста, начинайте также с хвоста к началу. Максимальная плотность здесь. Штрихи у нас горизонтально друг к другу 100% плотность. Здесь у нас плотность, грубо говоря, 70%. И здесь также 70%. Сейчас я сделаю, вам покажу. Ребят, смотрите, у нас первый проход сделан. Где-то может быть светлее. Вот тут я вижу, нужно поплотнее доработать. Вот в центре головки, да. Но самое главное, я вижу форму, она читаемая. Плюс мы берем пару пушковых волосков снизу, чтобы низ у нас эффект же низ плотный, верх пушистый. Что теперь каким способом будет у нас по схеме штрихи?
Мы сначала будем делать низ тела брови. То есть я не буду красить сразу всю бровь, как на первом проходе, да? Я крашу нижнюю часть, половину брови нижнюю, а потом верхнюю. Так легче мне передать знания, и так получается лучше учениц, поэтому если вы делаете впервые, я рекомендую так. Конечно, иногда я крашу всю бровь, но так понятно, это схема, по которой вы идете, не запутайтесь. Я крашу горизонтальным штрихом нижнюю часть брови. Плотно-плотно, вверх чуть-чуть поритмичнее. Буквально 2 шага здесь, раз-два я делаю поритмичнее, чтобы у меня все-таки хвостик, край был более мягкий, да? Крашу, 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 поритмичнее. Крашу, крашу, крашу. Когда я дохожу до середины, я тоже чуть-чуть здесь делаю растяжку, объясняю. Потому что, когда я буду делать верхнюю часть брови, штрихом уже другим, здесь у меня штрихи горизонтальные, вот такие, да, параллельные друг другу, я закрашу всю часть, вот эту, которую я обозначила, я разворачиваюсь, сажусь, как правило, за головой клиента и начинаю вытягивать внахлёст, заходя на предыдущие блоки, вот такие вот штрихи, такое направление. Видите, да? Оно у меня, я вычесываю, ну, грубо говоря, диагональ, веер, все называют по-разному. Тут буквально выйдет где-то 2 блока. То есть первый блок, короткий, длина шага где-то полсантиметра. Второй блок. Как вы делаете, это, ну, всех по-разному. Либо вы здесь сидите за головой и вот такое направление, либо вы сидите рядом, то есть сбоку кушетки, классика, да, и делайте раскладку такую. Чик, чик, все штрихи все равно между собой, то есть относительно друг друга параллельные. Раз, прошли первый блок, второй блок. Раз. Мы меняем угол не резко, а постепенно. Раз, раз. Постепенно. Идем 2. И третий блок уже будет в головке. Грубо говоря, как правило, здесь у нас 3-4 блока. Первый, второй, третий. С дальней брови то же самое. Сейчас я покажу вам этот проход на дальней брови, потому что первый проход я показывала на этой. Мы делаем ее также. Мы делаем весь низ горизонтальными штрихами. Подходя к точкам, мы растягиваем. Объясню, что это значит. Мы делаем плотно, плотно, плотно. Я вижу, что точки чуть-чуть растянула. Потому что если вы здесь тоже переплотните, как и с первым проходом, вы не сможете здесь вытянуть, у вас будет стык. Представьте, что у вас тут очень ярко. Из этой яркости пытайтесь что-то вытянуть, у вас будет стык. Поэтому что на первом проходе вверх у нас мягкий, что вот здесь у нас всегда для градиента подготовка, это более такой редкий шаг. Ребят, что у меня находится в капсе, очень важно. На втором проходе вот этот наш основной цвет, нейтральный светлый, я туда добавила условно 30% красного корректора, 3-4 капли на 10 капель цвета. Мы им работали первый проход. Сейчас мы делаем вторым капсом, то есть у нас уже 2 капса, объясню. Низ тела брови, где темно, это хвост и арка, мы делаем вторым миксом. Это наш основной цвет, нейтральный светлый. Я туда добавила также корректор, но еще добавила на 1 тон темнее. Это нейтральный темный. Обращаем внимание на звук. Я хвостик чуть-чуть начинаю сюда со штриха на себя, думаю, вы обратили внимание. Итак, я иду, грубо говоря, 50% брови нижней части. Поставила к себе, вывернула, видите, вот, чтобы неудобно было 90 градусов. Прям поставила большой пальчик на бровь и подтягиваю, как мне удобно. Тут не тороплюсь, максимально плотно. Все, мы сделали низ тела брови. Это пока пусть у нас будет в анестезии. Так, мы делаем вверх. Я пересаживаюсь за головой клиента, грубо говоря, на угол кушетки. Меняю картридж на тот, которым я работала первый проход, где у меня светлый нейтральный корректор. Скорость та же, все то же самое. Просто направление штрихов будет на вылет по диагонали, чтобы верх тела брови был максимально
такой заполненный, но не с явной четкой границей графичной. Я захожу на предыдущий блок, это очень важно, не отдельно стоящий. Здесь буквально влезет один, и второй уже в начале. Направление будет как хвостик идет. Смотрите, вот у нас хвостик, да, и я направление вычесывающее делаю по направлению хвоста. Подворачиваю кожу, вот так разворачиваю. Если хочу немножко добавить пуха вдоль таким коротким шагом, я чуть-чуть его расставляю. То есть границы смягчая хвоста. Угу. И подхожу. Можно горизонтальным здесь штрихом добавить, но главное не замедляйтесь. Как только горизонтальным штрихом по верху тела брови вы замедлитесь, у вас будут полосящие такие наверху брови. Четкие, нам это не нужно. Старайтесь сделать на вывод. Разворачивайте кожу для себя удобно, часто прям выворачивайте. Все, стираем. По сути, можно остановиться, да? Но мы чуть-чуть затемним арку, это называется как третий полупроход. Я просто участок прямо внутри арки сделаю солнышком, покажу вам. Мы не всю бровь проходим, а вот именно добавляем вот этот акцент. Вы можете взять еще на один цвет темнее, да, третий. Можете это не делать. Вот такая хорошенькая бровь. Сейчас лучше вазелином уже, чтобы матизация была. И это такой проход третий, затемним арку. Иногда вот не хватает вот в этом месте солнышком растянуть цвет. Все. Баночку. Ребят, я наношу аккуматил, вот так он выглядит. Оку-оку. Можно там на том же озоне купить. Лучше под пленку, я уже под пленку нанесла. В чем его плюс? Он не делает облачко вокруг белого, он выбеливает большое пространство вокруг кожи. Хорошо? Супер. Посмотрите, бровка. Это бровка. Низ у нас четкий, верх пушистый. И сейчас покажу, насколько примерно они в заживлении становятся уже. Брови худеют вот на этот миллиметр, и у нас в основном росте получается цвет. Почему мы уходим на миллиметр? Он отпадает, и уже в основном росте наш цвет. Если я выйду больше, еще 1 миллиметр, это 2-3, это много. У нас будет как отдельно стоящая бровь, поэтому не пригибайте с пухом, это некрасиво смотрится, когда мы выходим. Ну, все довольны, все счастливы. Давайте снимать фоточки. Очень красиво. Сейчас. Вот и все. Сейчас посмотри вниз.